разодрались вот клочки шерсти. Вот это у нас клочки шерсти. Вот. Всем привет! Вот видите, какие у нас страсти-мордасти. Анфисия забралась на камин, раны зализывать, в себя приходить. А Арчик сидит на своем столбике и думает, кому бы еще навалять. Ну, Арчик такой решительный кот. А это у нас кот Вилли. Он ходил в кусты по своим делам и вот по сугробам пробирается к дому. Ну, почему он по сугробам полез, вообще непонятно. А мы в этом ролике купим елку. Вот, поехали покупать. Итак, все по порядку. Разодрались вот клочки шерсти. Вот это у нас клочки шерсти. Вот. Вот эти разодрались только что. И крик стоял так. Я из кабинета услышал. Вы чего, ребят? Вот так. Арчик гордо у нее перед носом прошел, а Анфисия забралась на камин зализывать раны. Ну, ей перепало по совокупности. Как вы знаете, она у нас Арчика всячески притесняет. Вот. Это было в прошлых сериях, как она ему есть не давала, из миски вытесняла, ну и так далее, и так далее. У нее характер гораздо сильнее, она такая более хитрая и решительная. А Арчик в этом отношении немножко так простоват. Вот. А Анфисия этим пользуется. Но периодически Арчик, который физически сильнее ее, он вообще такой спортивный котик, ну, видимо, наболело, накипело, и Анфисия отгребла немного. Вот. Он сидит, это у него любимое место. Сидит, наблюдает, потом сходит, погуляет. Ну, сейчас холодно, на улице такая, минуса небольшие. Так что такие охоты на большие прогулки у Арчика нету. Вот. Осенью он у нас ходил, путешествовал, видео на канале есть, мы наблюдали за ним по GPS-трекеру, вот, какие он выписывал кренделя по несколько километров там. Вот. А сейчас нет, он далеко не отходит, лапы морозить не хочется, так что Арчуха у нас вот. Навалял Анфиске и отдыхает. Отдыхает, гордится собой. А мы едем за елкой. Мы решили, что пора уже купить елку. Мы сначала подъехали к одному такому елочному базару, посмотрели. Там как-то ничего не нашли подходящего. Задача была чуть ниже меня ростом. Ну, то есть где-то 1,80 м. Вот такую. Ну и чтобы более-менее была пропорциональна. Это елки все местные, тут выращивают. А вот недалеко от Фелькирхена есть вот несколько хозяйств, которые как раз елки такие выращивают. Потом подъехали вот на другое место. Вот симпатичная девушка вот это нам елку продала, упаковала. Вот, как правило, это семейный бизнес. Они же выращивают, ну, молодежь потом продает. Погрузили в Mitsubishi. Вот. Все, готово. Осталось установить и заснять. Ну, я это уже сделал, потом покажу. Ну, котики встретили, естественно. Ну, елка, они с того года помнят. Елка, это интересно. Вот, я посыпал вот этот тут лед, образовался, посыпал ее специальной такой смесью. Это не соль, а якобы какое-то экологически чистое, какое-то, которое вообще ничему не вредит. Но осталось посмотреть, как это сработает. Вот они ждут. А елку, пока я поставил, вот видите, возле мусорного бака, вот там стоит, на следующий день мы ее установили. Что, Анфисия, совсем страх потеряли? Вот та взгромоздилась на пирс. Посадка. Пум, плюхнулась. На канале недавно был ролик про лебедей. Да, с этой стороны тут уже лед появляется. Так дальше пойдет, и озеро замерзнет. А именно про новое семейство с 7 птенцами, которые к нам приплыли. Они побыли у нас примерно 3 дня. А потом вернулись голубь с голубкой, но они вернулись без птенцов. Но птенцов, скорее всего, они там оставили, потому что эти уже тоже своих отделяют, вот 7. И до исчезновения, до пропажи,
голубь с голубкой тоже уже своих гоняли. И, скорее всего, они отлетали на Драу, и те там остались в веселой компании. А эти вернулись. Ну, тут у нас традиционные походы по снегу. И у нас голубь с голубкой. Но это, опять же, продолжалось не очень долго. И вот будут следующие видео про лебедей. Вот. Там вообще интересно. То есть сейчас вот эти чередуются. Приплывают пара вот эти вдвоем, голубь-голубка. Они, так сказать, свои, тут местные. А потом они исчезают на день-другой. И тут же на их место прибывают вот это из 9 семейства с 7 птенцами. Пару дней у нас. Потом опять эти объявляются. То есть они четко контролируют, кто там на месте. Ну, кормушка популярностью пользуется. Контролируют, кто вот сейчас на площадке, кто занял площадку. Соответственно, другие не приходят. Вот эти с 7 птенцами, они четко отслеживают. Ага, голубь с голубкой на месте. Значит, мы туда не появляемся. Как только эти уходят, появляются те. Ну, такое впечатление, они хотят тут закрепиться у нас. Ну, посмотрим. Я не удивлюсь, если в какой-то момент опять птенцы появятся. Вот эти тройка наша. 3 бронеподростка. То есть я почему говорил в одном из прошлых роликов, что меня просто лебеди, ну, последние нервы, остатки нервов моих уничтожают просто тотально. Потому что у них идет некоторое такое броуновское движение. Раньше все было стабильно. Стабильно, нормально. Вот они там полгода, там, ты все знаешь, все понимаешь. А сейчас какие-то то одни приплывут, то другие приплывут. Будет ролик так же, как вот эта пара голубь-голубка прогоняют другую пару, бездетную какую-то. Это тоже отдельный цирк. Ну, то есть там шоу нон-стоп. Анфисия все прозевала. Анфисия все прозевала, вообще все. Бежит со всех ног, бежит. Вот это как раз пора туманов. Смотрите, вообще туман, вообще ничего не видно. Да, все самое интересное мимо нее. А что ты дома сидела? Арчик, он вышел гулять. Так, тут у меня утки дербанят кормушку. Да ладно. Ну вот, знакомый состав, знакомый коллектив. Видите, абсолютно реакция, так сказать, что лебеди, что кошки такие, ну, старые знакомые. Здесь никаких коллизий, ничего нету. Никакого шарахания нету. Все спокойно. Все поели, все довольны. Одна Анфиса недовольна. Ведь почему меня не взяли, говорит. Да, Анфис? Война войной, обед по расписанию. Да, она подумала, что я буду смущаться-то, когда тут еды столько. Да. Я звук записываю вот 22 декабря. Ну, идут поздравления с предстоящим Рождеством католическим. Мы ездили, поздравляли. Вот сегодня ждем к нам. Вот буквально через 1,5 часа должны приехать наши соседи с другого берега. Там у нас другой дом есть на другой стороне озера. Вот там наши соседи, с которыми мы в очень хороших отношениях, они должны подъехать поздравлять. Ну, соответственно, мы тоже подготовились. И вот вопрос, а что подарить? В общем-то, мы всегда их или угощаем, или что дарим такого из такой русско-украинской кухни. Вот. И вино. Вино я их подсадил на славянское, которое сам пью, на Тиран. Ну, им очень нравится. Так что у нас тут вовсю идут предрождественские хлопоты и радости, чего и вам желаю. Всего наилучшего. Пока-пока.